Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я показываю, как же выпечь вот такие идеально ровные радужные бисквиты. Как выпечь бисквит именно на белках, потому что для этих бисквитов основа у меня бисквит на белках. Как выпечь эти бисквиты с наименьшим использованием красителя, как их разрезать, эти бисквиты. Сейчас я все это покажу в данном видео. И как основа у нас будет, естественно, бисквит на белках именно. Итак, что же нам для этого понадобится? Понадобятся нам следующие продукты. Белки куриных яиц, 8 белков. У меня здесь от яиц размером по 50 грамм яйцо без скорлупы. Вес яйца среднего 50 грамм. Вот таких 8 белков мне понадобится. 140 грамм сахара, 20 грамм кукурузного крахмала, пакетик ванильного сахара, щепотка соли и щепотка лимонной кислоты. Вот в этой емкости у меня сразу все замешано. И также 100 грамм просеянной пшеничной муки. Вот такая вот у меня пропорция идет на 2 коржа. Коржи у меня будут размером по 18 сантиметров в диаметре, по 2 сантиметра в высоту, и останутся обрезочки от них где-то по полсантиметра. И их можно потом собрать в отдельный такой невысокий тортик. Итак, белки я взбиваю, ввожу туда весь ванильный сахар, лимонную кислоту и щепотку соли. Туда же я ввожу крахмал. И сейчас я также туда ввожу весь сахар. В принципе, это все также можно взбивать и ручным миксером. Просто мне для видео удобнее снимать это именно в таком стационарном миксере. И в планетарном это все можно делать. Взбивается эта вся масса достаточно быстро. В это время, пока взбиваются мои белки, я застилаю 2 формы разъемные у меня без дна. Я застилаю это просто фольгой. И на очень маленьких оборотах я ввожу в эту массу, уже взбитую, всю мою муку. Вы же лучше вводите ложкой, чтобы вот, у меня как бы опыт большой, и я уверена в своей руке, и я как бы вот так вот насыпаю прямо из миски. Ложкой просто, чтобы перемешивалось. Это смешается, это все тоже очень быстро. На малых оборотах миксера все это очень хорошо перемешивается. Вы также можете это лопаткой перемешать, но я крайне редко использую для этого лопатку. Я всегда это перемешиваю, все это в миксере. Итак, вводим всю муку. И сейчас наша задача разделить наше тесто на 2 равные половины. Вот такое вот тесто у меня получается. Я для этого еще раз промешиваю лопаткой и делю вот так вот на 2 равные половины. Это будут у нас 2 разных коржа, разных по цвету. Обязательно это нужно сделать. Миксер я сейчас просто буду мыть, опять держу миксера, и поэтому мне нужно в 2 разных мисках это сделать. Теперь я беру красители. У меня красители от фирмы Rainbow Dust, английские, очень качественные красители. Цвет у меня здесь бирюзовый и розовый. И на тарелочку я буквально по капле капаю этих красителей. И вот так вот палочкой, видите, на кончике палочки я ввожу в тесто. Вы посмотрите, какое белоснежное тесто. И поэтому красители нужно минимум здесь, самый-самый минимум. И если вы знаете то, что при выпекании всегда краситель в тесте, он становится более ярким. На это тоже нужно обратить внимание. Я хочу в данном видео донести именно то, что вот как сделать детский торт с наименьшим использованием в нем красителя, но сделать именно радужный торт. И для этого мы и берем за основу белоснежный бисквит на белках, который и дает нам возможность как можно меньше использовать в нем красителей. Видите, буквально на кончике палочки у нас был здесь капелька этого красителя, и уже какой хороший розовый цвет у нас получается. Вот так вот я все это перемешиваю просто лопаткой. Тесто мое готово, заливаю это все в форму, разравниваю слегка, и то же самое я делаю и с бирюзовым красителем. И вот само тесто нам и позволяет здесь это сделать. Также делаю и с бирюзовым красителем. Видите, на кончике палочки. И больше я ничего не добавляю. Просто
кажется, что вот нужно обязательно окрасить это тесто. Да не нужно. Все это у нас получится благодаря тому, что белое тесто, оно очень хорошо окрашивается. Вы также можете, конечно, и другие коржи для этого брать, и молочную девочку, но это все будет не таким ровным, не таким, как сказать, идеально выглядящим именно в разрезе и с большим количеством красителя, конечно же. Я в данном видео хочу донести именно, как это сделать очень красиво, очень вкусно. Я ставлю мои коржи на противень. Выпекаться они у меня будут при температуре 170 градусов вверх-вниз без конвекции в духовке. И 20 минут вот так вот они у меня выпекались. Смотрите, какие ровные получаются у меня коржики. Сейчас я их оставлю на решетке слегка подостыть. Тем временем я уже наливаю другие. Я уже взбила новую партию теста. И ставлю уже, видите, здесь у меня белый корж. Это я специально я его выпекаю для того, чтобы вам показать, как он нарезается именно на треугольнике, этот корж. И здесь я желтым уже окрасила тесто. И потом посмотрите, когда при выпеченном уже варианте, как оно уже будет достаточно ярким, этот желтый корж. Также на кончике зубочистки вот этого красителя я туда добавила. Но потом он, естественно, будет гораздо и гораздо ярче. Вот смотрите, здесь несоответствие какой формы. Здесь вот эта стальная форма, в которой я сейчас перекладываю тесто, 18 сантиметров у меня в диаметре. Я ставила по линейке, сама ее раздвигала. Вот та черная форма, написано от производителя, штамп на ней стоит, что в ней 18 сантиметров. И смотрите, насколько она меньше вот этой, которую я раздвинула сама. Поэтому я во многих видео по бисквитам об этом говорю, что обязательно нужно вымерить линейкой и посмотреть, какой у вас на выходе будет из нее бисквит. А на выходе будет 16 сантиметров вот из этой черной формы. Итак, корж у меня уже остыл. Смотрите, какое идеальное дно у него. Ничего не пригорает. 20 минут всего лишь в духовке. Он очень прям выпрыгивает даже из этой формы. Видите, 2,5 сантиметра у него высотой получается. Эти формы я опять мою, чтобы использовать для дальнейших бисквитов. Выпеклась у меня и вторая партия бисквитов. Также я их сейчас достану, также буду остужать. И смотрите, какие они идеально ровные у меня. И очень-очень вкусные, буквально тают во рту. Вот на этом бисквите я хочу показать, как он нарезается именно на дольки. Видите, вот такой вот треугольничек. И сейчас смотрите, какая мелкопористая у него структура. Белоснежный бисквит получается, идеально подходит для 3D тортов. Из него очень хорошо можно резать различные детали. Вот в такой пищевой пленке я их убираю в холодильник перед нарезанием, ну хотя бы на пару часов, чтобы они отлежались. Я их уже достала, у меня уже прошло эти пару часов. Вот сейчас я хочу разрезать. И смотрите, как нарезается. Струной буду нарезать на втором делении. У меня струна стоит, именно кондитерская струна. Здесь останется небольшой обрезочек от него, потому что мне нужны вот эти шапочки я срезаю, чтобы в разрезе торта не было вот этой вот желтоватой шапочки, чтобы все коржи были своего именно красивого цвета, и чтобы они были идеально ровными. Эти шапочки ни в коем случае не выкидываем, их также можно заморозить, потом в качестве посыпки использовать на тех же детских тортах, где-то сбоку, где-то в качестве даже вместо бисквитного мха и так далее. Видите, вот такой вот цвет получается у меня зеленый. Здесь такой же обрезочек, и вот также можно потом с ним собрать даже небольшой какой-то тортик. Если же вы хотите не сразу собирать этот торт, а убрать опять эти коржи в холодильник или даже в морозилку уже нарезанные, обязательно в пищевой пленке это делаем. Потому что если вы будете накладывать эти разноцветные коржи друг от друга, они пропитаются крошками другого цвета, это будет смотреться в торте очень некрасиво. Обязательно учтите этот момент. Вот эти коржи я только что выпекла. Вы видите на кончике зубочистки, какой интенсивный оранжевый цвет при выпекании дает. Поэтому не нужно заливать эти торты красителем. Здесь буквально чуть-чуть его нужно. Именно вот с этим белоснежным бисквитом на белках. Очень-очень вкусно. Вот так нарезается еще теплый корж. Вот такой вот эластичный обрезочек от него остается. Сейчас также покажу и сиреневый корж.
тоже будет все идеально ровно и идеально четко. Я очень советую вот именно по этому образцу делать. И вот смотрите, видите, только что я его выпекла, он еще теплый, как он идеально нарезается. И вот такой вот эластичный обрезочек от него остается, который потом можно также использовать для декора детских тортов. Сейчас вот такая вот у меня гамма коржей получилась. Такие они все идеально ровные. Благодаря тому, что мы выпекали это именно из белоснежного бисквита. Собрала я мой торт. Здесь у меня крем творожно-сливочный, базовый рецепт. Я уже не стала показывать здесь, чтобы не затягивать видео, сборку этого торта. Тут и так, я думаю, все понятно. Ссылку на рецепт творожного крема я оставлю в описании, в инфобоксе к данному видео. Подробнейший рецепт есть на моем канале этого творожного крема. Здесь на что важно обратить внимание, чтобы крем в прослойке к этим коржам был белого цвета. Вы можете также сливочный крем брать, йогуртовый, сливки с маскарпоне, но главное, чтобы он был белый, чтобы крем своим цветом не забивал именно вот такую интересную расцветку радужных коржей. Итак, сейчас нужно собрать этот тортик нам в кольцо. Если у вас нет ацетатной пленки, я сейчас показываю, что это можно сделать из канцелярских папочек. Их нужно промыть просто. Мы их вырезаем нужное нам количество и дезинфицируем их водкой и используем уже на торте. Также, если у вас нет высокого кольца или нет двух колец, я иногда и в двух кольцах собираю такие высокие торты, вы можете просто одним кольцом его собрать, все там будет идеально держаться. Вот этот торт я потом украшала в качестве торта единорог. Есть подробное видео по украшению торта единорог на моем канале. Я оставлю ссылку в описании к данному видео, и проходите и смотрите. И видите, если вот одно кольцо такое низкое, вот так вот его наверх слегка выдвигаем, уже стягиваем здесь сверху и обратно опускаем вниз, чтобы он у нас уже как бы мы ему даем положение. Я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выходы новых моих видео. Я всем желаю больших-больших успехов и до встречи в новых видео.